Приветствую вас на моем канале. С вами Валентина Лыкина. В этом видео я покажу, как связать вот такую авоську на утяжке. Она выполнена узором сетка, и каждая эта арочка укреплена. За счет этого при максимальном нагружении сумки эти места прикрепления арочек не будут перерастянуты и не образуют гигантских отверстий. В мастер-классе я покажу, как это сделать. За счет данной манипуляции ваша сумка будет сохранять первозданный вид. У нее имеется одна ручка, интересным способом провязана. Об этом я тоже покажу очень подробно, для того, чтобы вам четко вязать по мастер-классу и не возникало дополнительных вопросов. У авоськи имеется донышко, оно провязано столбиками без накида. И сейчас расскажу по размерам. Ширина донышка составляет 14 сантиметров, длина 25 сантиметров. Высота сумки, не учитывая донышко, вот эта часть, составляет 30 сантиметров. В ширину сумка 36 сантиметров и ручка 65 сантиметров в не растянутом виде. При растяжении ее длина увеличивается. В мастер-классе я использовала карамель Baby. У меня ушло 2 моточка, а если быть точной, то на сумку ушло ровно 300 грамм. И даже немножечко здесь осталось, около 12 грамм. Характеристика данной пряжи сейчас на вашем экране. Толщина нити составляет 2 мм, длина 200 метров, вес моточка 150 грамм и состав такой же, как у классического шнура карамель. Вязала я крючком номер 4. Вы можете использовать любую другую пряжу, 2 мм, 3 мм шнур. Можете вязать из джутовой пряжи, халва L или M. Они толщиной 2 и 3 мм. Выбирайте то, что вам больше нравится. Где приобрести необходимые материалы? Ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала необходимо подготовить донышко для будущей авоськи. У меня на канале есть подробный мастер-класс по вязанию плотного овала, и ссылочку на видео я для вас оставила в описании. Переходите по ней и вяжите такую основу со следующими значениями. В самом начале мы оставляем вспомогательную нить около 70 сантиметров для того, чтобы закрывать все ряды в этом овале. Набираем цепочку из 15 воздушных петель и провязываем 14 рядов. В последнем ряду, то есть в 14, у вас должно быть 110 столбиков. Это очень важно. Если допущена ошибка, то необходимо либо скорректировать, либо перевязать основу. Далее мы прячем хвостик в полотно и тщательно делаем ВТО этой заготовки, обязательно через ткань. Как сделать ВТО, у меня тоже на канале есть видео. Ссылка будет ждать вас там же, в описании. Приступим к вязанию корпуса авоськи. Находим ту точку, где завершили предыдущий ряд. Вводим крючок в центр столбика таким образом, чтобы он вышел в области, где располагается рабочая нить. Захватываем ее, протягиваем через основание. Опять захват рабочей нити, провязываем подъемный столбик. На него необходимо зафиксировать маркер, для того, чтобы проще ориентироваться в конце этого ряда. Узор сетка формируется за счет 2 рядов. В первом ряду мы будем набирать цепочку из воздушных петель, затем присоединять ее к овалу столбиком без накида. Раппорт этого узора составляет 5 петель. Сейчас у нас провязан подъемный столбик, к нему мы набираем цепочку из 5 воздушных петель.
Захватываем рабочую нить и провязываем через рабочую петлю. Так я сформировала первую воздушную петлю. Захватываю рабочую нить и провязываю вторую воздушную петлю. Точно так же вяжу третью, четвертую и пятую воздушную петлю. Эту цепочку присоединяем к основанию. Напомню, раппорт 5 петель. Первая петля — это столбик подъемный. Опускаемся в основание, переключаемся на следующий и считаем первый, второй, третий, четвертый и в пятый столбик вводим крючок в центр. По обе стороны ниточки, с обратной стороны у нас следующая картина. Дужки, и по бокам также ниточки располагаются. Захватываем рабочую нить, протягиваем, на крючке 2 петли, опять захват рабочей нити, провязываем столбик. Так мы присоединили первую арку. Вяжем вторую. Набираем опять цепочку из 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая воздушная петля. Цепочку присоединяем к основанию. Отсчитываем, начиная со следующей петли, то есть столбика, первый, второй, третий, четвертый и в пятый вводим крючок в центр столбика предыдущего ряда. Захватываем рабочую нить, вытягиваем, опять захват рабочей нити и провязываем столбик. Так мы формируем арки до конца этого ряда. Ряд закрывается на последней арке. Обязательно перед этим проверьте, чтобы в основании у вас здесь между столбиками было 4 петли, 4 столбика. Ряд закрывается следующим образом. Мы набираем цепочку из 2 воздушных петель, провязываю первую и вторую воздушную петлю. Далее нам необходимо получить 3 петли, и это мы сделаем за счет столбика с одним накидом. Я делаю накид, ввожу крючок в тот столбик, который мы провязывали самым первым, где у нас зафиксирован маркер. И ввожу таким образом, чтобы с этой стороны у меня была одна ниточка, с этой стороны у нас будет 2 ниточки. Захватываю рабочую нить, протягиваю ее. На крючке сейчас 3 петли. Рабочая петля, накид и вытянутая петля. Сильно этот столбик не растягивайте. Захват рабочей нити провязываю через 2 петли. На крючке осталось 2 петельки. И опять захватываю рабочую нить, провязываю еще раз через 2. Ряд закрыт, и мы переходим на вязание второго ряда. Маркер я отсюда убираю. Сейчас мы вынимаем крючок из петли, вводим его под арку, захватываем рабочую нить, вытягиваем, вводим крючок в оставленную петельку. Сейчас на крючке у меня 2 петли. Я захватываю рабочую нить и провязываю подъемный столбик. На него мы также зафиксируем маркер. Вяжем второй ряд. Здесь мы в каждую арку будем провязывать по 6 столбиков без накида. Так как начало ряда приходится посередине арки, то 2 столбика мы провяжем в конце ряда. С этой стороны мы провяжем всего 4. Первый я уже провязала, это подъемный. Я ввожу крючок в арку, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Опять захват рабочей нити, провязываю уже второй столбик. Повторяю все то же самое и провязываю 3 и 4. Повторюсь, что 5 и 6 мы провяжем в конце этого ряда. Далее необходимо перейти на следующую арку и выполнить укрепление этой области, там, где мы уже провязывали столбик. Если мы этого не сделаем, то в дальнейшем здесь будут растянутые ниточки. Нам этого видеть не нужно, поэтому мы будем провязывать повторно здесь же еще один столбик поверх того, который провязывали в первом ряду. Вводим крючок в основание этого столбика,
захватываем рабочую нить, вытягиваем, захват рабочей нити, провязали столбик. Вяжем теперь 6 столбиков в арку. Ввожу крючок под арку, захватываю рабочую нить, провязываю первый, второй, третий, четвертый столбик, пятый и шестой. Делаем повторно укрепление. Ввожу в основание крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, опять захват рабочей нити, провязала столбик. Далее формирую опять в арку 6 столбиков, делаю укрепление. Так мы вяжем до конца этого ряда. В последней арке, как я уже и говорила, необходимо провязать 2 столбика в конце ряда. Провязываю первый и второй. Теперь нам необходимо закрыть этот ряд. Делается это очень просто. Находим ту точку, где фиксировали маркер. Это у нас первый столбик. Далее идет верхняя петелька. Вот она. И под нее за 2 ниточки я ввожу крючок. Захватываю рабочую нить, протягиваю под этой петлей, а затем и через рабочую. Так я провязала соединительный столбик и выполнила закрытие ряда. Убираю маркер и теперь повторяю 2 этих ряда. Сначала мне нужно набрать арочки, затем также их обвязать. Здесь мы начинаем ряд следующим образом. Опять вынимаем крючок из рабочей петли, вводим его под арку, захватываем рабочую нить, вводим крючок опять в рабочую петлю. На крючке сейчас у меня 2 петли. Я захватываю рабочую нить и провязываю подъемный столбик. На него необходимо также зафиксировать маркер. Далее набираю цепочку из 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая воздушная петля. И присоединяюсь к следующей арке. Ввожу под арку крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. Опять захват рабочей нити, провязала столбик. Так я повторяю на протяжении всего этого ряда. Ряд закрываем по такому же принципу, как и первый, но есть некоторые изменения. Мы делаем 2 воздушные петли, затем будем формировать столбик с одним накидом. Делаем накид и вводим крючок в ту точку, где у нас зафиксирован маркер. Сначала в верхнюю петлю, а затем, которая находится позади, ту, которую мы оставляли, чтобы сделать подъемный столбик. В итоге у нас здесь располагаются 2 ниточки, ну а с другой стороны все оставшиеся. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик с одним накидом. Далее делаем все то же самое. Вынимаем крючок из петли, вводим его под арку, захватываем рабочую нить, вытягиваем, вводим крючок в оставленную петельку, захват рабочей нити и провязываем подъемный столбик. Вынимаем отсюда маркер и фиксируем его в эту область. Далее вяжем, как обычно. Здесь довязываем у нас 4 столбика. В этой области мы укрепляем. Вводим крючок под предыдущую арку, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Опять захват рабочей нити, провязываем столбик. Так мы укрепили и эту область. Переключаемся на следующую арку, вяжем 6 столбиков без накида. Затем опять в этой области укрепляем эту арку. Довязываем до конца этого ряда, закрывая его тем способом, который я показывала во втором ряду. Далее мы вяжем аналогично этим 2 рядам. Вяжете нужную высоту сумочки. Я выполнила 18 рядов арок, и высота сумки составляет 27 сантиметров. Помните, что этот узор хорошо растягивается, и при нагружении сумки высота ее будет гораздо больше. Я замерила ее с наполнением
Из 27 сантиметров она растянулась до 35. После мы переходим на 2 ряда обвязки верха. В 18 арке последний ряд мы закрываем по такому же принципу, как и во всех предыдущих случаях. Перед этим обязательно зафиксируйте маркер на самый первый столбик этого ряда. Ввожу крючок под верхнюю петельку и провязываю соединительный столбик. То есть делаем все то же самое. Вынимаю крючок из рабочей петли, и так как у нас ряд обвязки будет выполняться столбиками в раскол, это значит столбик провязываем в центр столбика предыдущего ряда, то есть практически так же, как и вязали в донышке. Мы вводим крючок не под арку, а в центр столбика, где у нас зафиксирован маркер. Это самый первый столбик предыдущего ряда. Над ним как раз располагается рабочая петелька. Я ввожу крючок в центр столбика, по обе стороны от него у меня ниточки, с обратной стороны то же самое. По бокам ниточки, сверху дужка. Я захватываю рабочую нить и протягиваю через основание. Получила петельку, крючок ввожу в петлю, которую оставляла, это рабочая петля. На крючке 2 петельки. Я захватываю рабочую нить и провязываю подъемный столбик. Маркер переставляем на первый столбик этого ряда. Продолжаем вязание. Находим следующий столбик, в его центр вводим крючок. По бокам у нас ниточки. С обратной стороны такая же картина. По бокам ниточки, сверху дужка. Захват рабочей нити, протягиваем ее. Опять захват рабочей нити, провязали столбик в центр столбика предыдущего ряда. Находим следующий и повторяем все то же самое. А в области, где у вас располагается укрепление арок, мы провязываем точно так же. Вводим крючок в центр столбика и формируем столбик без накида. Так мы вяжем до конца этого ряда. Ряд закрываем точно так же, как и во всех предыдущих случаях. После столбика за верхнюю петельку ввожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик. Далее мы сразу переключаемся на вязание второго ряда. Он будет состоять из соединительных столбиков за верхнюю вот эту петельку, состоящую из 2 ниточек. Ввожу крючок под следующую петлю, захватываю рабочую нить, протягиваю через основание, а затем через рабочую петлю. Так я провязала соединительный столбик. На эту петельку необходимо переставить маркер, так как она у нас считается первой петлей в этом ряду. Перемещаюсь далее, ввожу крючок под верхнюю петельку, захватываю рабочую нить и провязываю очередной соединительный столбик. Так мы двигаемся до конца этого ряда. Последний соединительный столбик провязывается за верхнюю петельку перед маркером. На этом второй ряд обвязки завершен. Обрезаем ниточку и прячем ее в полотно. Теперь нам необходимо связать ручку. Для этого мы в боковых частях сумочки находим серединки. Удобнее это делать от овала. Поднимаемся и вот так по боковой части находим серединки. Фиксируем маркеры. Формировать ручку мы будем за вот эти 2 арки, которые располагаются по обе стороны от маркера. Начнем с той арки, которая правее. Отмеряем ниточку около 10 сантиметров и вводим крючок в центр арки между 2 рядами, а также вот эти столбики, которые мы провязывали в арке, мы делим пополам. Напомню, здесь было 6 столбиков, значит по эту и по эту сторону от крючка у вас должно быть по 3 столбика. Вводим крючок в центр арки, захватываем рабочую нить, протягиваем, вытягиваем петлю на высоту арки и захватываем обе ниточки, хвостик и рабочую нить. Провязываем подъемный столбик. Далее мы отпускаем хвостик, его будем прятать в полотно и с помощью рабочей нити провязываем плотную воздушную петлю. Мы набираем цепочку из 100
воздушных петель и обязательно вяжите их поплотнее, для того, чтобы минимализировать растяжение ручки в дальнейшем. Количество петель вы регулируете также самостоятельно, можете провязать больше или меньше, обязательно примерьте авоську на себя, чтобы ручка, ее длина вас устраивала. Набранную цепочку нам необходимо присоединить к противоположной стороне. И будьте здесь очень внимательны. С этой стороны мы набирали цепочку от арки, которая располагается правее. И когда мы переходим на противоположную сторону, то будем задействовать арку, которая располагается от маркера левее. Обязательно раскрутите эту набранную цепочку для того, чтобы она ложилась в эту сторону у вас ровно. Присоединяем цепочку к арке с помощью соединительного столбика. Вводим крючок в центр арки, захватываем рабочую нить, протягиваем ее через основание, а затем через рабочую петлю, которая была на крючке. Вытягиваем эту петельку, вынимаем крючок, вводим его в ту точку, где сейчас провязывали соединительный столбик, захватываем оставленную петельку рабочую и протягиваем на изнанку. Теперь нам необходимо отступить, двигаясь к маркеру, на один столбик. От той точки, где сейчас провязывали, перемещаемся на один столбик и вводим крючок. С изнаночной стороны петельку, которую сейчас протягивали, накидываем на крючок, подтягиваем ее, захватываем рабочую нить и провязываем через основание. Сейчас мы получили рабочую петлю. Вытягиваем ее на высоту арки, захват рабочей нити, провязываем подъемный столбик. Теперь мы будем вязать столбики без накида за цепочку, возвращаясь к исходной точке. Если вы внимательно рассмотрите, цепочка состоит из петелек, а когда мы переворачиваем, видим вот такие дужки. За них будем провязывать столбики. То есть точно так же, как и в донышке вы провязывали. Находим первую воздушную петлю, переворачиваем, и вот она располагается здесь дужка. Под нее вводим крючок за одну ниточку. Захватываем рабочую нить, провязываем, опять захват рабочей нити, провязали первый столбик. Двигаемся далее, опять находим следующую дужку, вводим крючок за одну ниточку, захватываем рабочую нить и провязываем второй столбик. Так мы двигаемся до конца этой цепочки. Очень важно соблюдать количество, сколько вы набрали здесь воздушных петель, в моем случае 100, столько необходимо провязать столбиков без накида. Вяжите их также поплотнее. Довязав до конца ряда, необходимо выполнить переход на следующий таким же образом, как и на противоположной стороне. Если вы плохо ориентируетесь, то на последний столбик, его верхнюю петельку, зафиксируйте маркер. Вводим крючок в основание арки, отступив от начала прошлого ряда, то есть там, где провязывали вот подъемный столбик, от него отступаем на 1 в сторону маркера. Вводим крючок в основание арки, захватываем рабочую нить, протягиваем ее и провязываем соединительный столбик через рабочую петлю на крючке. Вытягиваем рабочую петлю, вынимаем крючок, вводим его с изнаночной стороны в основание, где сейчас провязывали, захватываем эту петельку, протягиваем на изнанку, вынимаем крючок и вводим его с лицевой стороны, отступив от этой точки еще на 1 столбик. Вводим крючок в основание, переворачиваем, находим петельку, которую протягивали, накидываем ее на крючок, подтягиваем, захватываем рабочую нить, протягиваем петельку на лицевую сторону. Вытягиваем на высоту арки, захват рабочей нити, провязали подъемный столбик.
Так я выполнила переход на следующий ряд. Теперь необходимо развернуться и провязываем первый столбик в этом ряду. Там, где у вас должен был быть зафиксирован маркер, вводим под верхнюю петельку крючок. Это первая петля, здесь у меня соединительный столбик выполнен. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик. Переключаюсь под следующую верхнюю петельку, состоящую из двух ниточек, и также провязываем очередной столбик. Так мы вяжем до конца этого ряда. Довязав до конца ряда, мы присоединяем его по такому же принципу, как и во всех предыдущих случаях. Провязываем соединительный столбик, вытягиваем петлю на крючке, вводим его с изнаночной стороны, захватываем рабочую петлю и выводим ее на изнаночную сторону. Теперь нам необходимо перейти на вторую арку, с которой будем формировать ручку. Здесь у меня располагается маркер, опускаюсь ниже. Вот она точка, где я укрепляла арки. Перехожу на арку, вот он первый столбик, и сразу после него я начну вязать с этой арки. Для этого я зафиксирую в эту область маркер, выделив этот столбик. Переворачиваю, и с обратной стороны мне необходимо довести вот эту петельку к той точке, где зафиксировала маркер. Для этого я ввожу крючок под задние стенки от столбиков в этой области. Вот так я дошла до этой петельки, захватываю ее и протягиваю под этими петлями, выводя ее в области, где располагается маркер. Переворачиваю, ввожу крючок, где у меня зафиксирован маркер, захватываю вот эту ниточку, подтягиваю, захват рабочей нити и провязываю через основание. Вытягиваю петлю на высоту арки, захватываю рабочую нить и провязываю. Вот так я перешла на эту сторону. Маркер убираю, он мне здесь не нужен. Далее набираю цепочку из 3 воздушных петель. Первая воздушная петля, вторая и третья воздушная петля. На этой стороне я отсчитываю столько же. Первая, вторая, третья. В четвертую ввожу крючок, также за 2 ниточки. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик. Вот так должно у вас получиться. Далее мы вяжем до конца этого ряда. Не довязываем 3 столбика, мы формируем цепочку из 3 воздушных петель. Первая, вторая, третья воздушная петля. Эту цепочку мы присоединяем соединительным столбиком ко второй арке. Для этого необходимо найти точку, где мы выполняли укрепление, пропускаем один столбик и сразу после него вводим крючок. Формируем соединительный столбик, вытягиваем петельку, вводим крючок с изнанки, выводим эту петлю на изнаночную сторону. Затем мы отступаем от этой точки один столбик от маркера, вводим крючок, накидываем петельку, которую вытягивали, захватываем рабочую нить и провязываем через основание. Формируем подъемный столбик. Теперь мы будем провязывать через весь этот ряд, в том числе и через воздушные петли, которые здесь формировали, захватывая верхнюю петельку, состоящую из 2 ниточек. Переворачиваем вязание и вводим крючок под верхнюю петельку, состоящую из 2 ниточек. Захватываем рабочую нить и провязываем первый столбик в этом ряду. Далее в этой цепочке мы провязываем еще 2, провязываю еще один, и получается третий столбик. После переключаюсь на основное полотно
и формирую такие же столбики без накида до конца этого ряда. Довязав до конца ряда, мы присоединяемся и выполняем переход на следующий. Далее провязываем за верхние петельки, так же как и во всех предыдущих случаях, довязывая до конца еще один ряд. На данном этапе ручка готова. Мы завершаем соединительным столбиком этот ряд, обрезаем ниточку и прячем ее в полотно. Вот так выглядит готовая ручка. А из остатка пряжи, здесь у меня 18 грамм, я буду вязать утяжку для этой авоськи. По мастер-классу самый плотный ремешок. Набираем около 200 воздушных петель или любое другое количество петель, которое вам подходит. И провязываем пару рядов. Такая утяжка будет достаточно плотная и хорошо держать форму. Я надеюсь, этот мастер-класс вам пригодился. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые видео. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!